Всем привет! Я Ирена, вы на канале Geeky Day. Сегодня мы будем обозревать фигурку Бэтмена. А кстати, в прошлом видео была пасхалка. Не знаю, заметили ли вы ее, но когда я показывала подставку Порга, в отражении можно было разглядеть логотип Бэтмена. Давайте приступим к обзору. Персонаж Бэтмена был популярен во все времена, но сегодня мы посмотрим конкретно на версию Бэтмена из Золотого века. Золотой век комиксов – это по общим подсчетам примерно 1930-60 год. Бэтмен – это персонаж вселенной DC, а также один из первых персонажей вообще во вселенных комиксов, наряду с Суперменом. С Бэтменом существует нереальное количество комиксов, фильмов, мультфильмов, мерча, а самих поп-фигурок Бэтмена существует более 200 версий. Поэтому если вы планируете коллекционировать только Бэтмена, то вам понадобится очень много денег и очень много места в квартире. Лично у меня 9 версий Бэтмена, хотя я стараюсь коллекционировать только разных персонажей или персонажей с интересным скульптом. Но мы же понимаем, что Бэтмен это исключение, а также Харли Квинн и Джокер. Фигурка эта хоть и является эксклюзивом, у нее невысокая коллекционная стоимость. Но на момент покупки этой фигурки я не знала, будет ли она дорогая, будет ли она редкая и будет ли ее сложно найти. Поэтому я купила ее сразу же, как она поступила в продажу, хоть я и взяла ее не за самую выгодную цену. Это была первая фигурка в линейке Specialty Series, но в дальнейшем эта фигурка появилась во многих местах, и сейчас можно ее найти на eBay достаточно за дешевую цену. Лицевая сторона коробки стандартная. Логотип Pop Heroes, логотип DC Super Heroes и номер 140. Внизу мы видим арт Бэтмена, а также наклейку Specialty Series. Specialty Series – это один из моих любимых стикеров. Мне нравится его дизайн, шрифт, цвета и вообще все. Но в основном мне нравится то, что он передает ретро-атмосферу. Также внизу у нас, как всегда, предупреждение о мелких деталях и ограничения по возрасту 14 лет. Если вы смотрели мой обзор на Пеннивайза, то вы знаете, что у Пеннивайза ограничение 3+, а у Бэтмена 14+. Хотя Пеннивайз – это персонаж из ужастика. С правой стороны коробки арт. Он достаточно красивый. На заднем плане как будто бы видны страницы комикса. С левой стороны коробки, как всегда, прозрачный блистер, название и логотип. Задняя сторона показывает нам 6 других точно таких же Бэтменов в такой же позе. Ну или стандартных Бэтменов в разном цвете. А также присутствует надпись «Собери их всех». Как, впрочем, и всегда. На нижней стороне коробки все как я люблю. Логотип социальной сети и сделано в Китае. Несмотря на свою простоту, коробка очень красивая. Она выдержана в одинаковых тонах и даже наклейка подходит очень хорошо. А теперь давайте спасем фигурку из коробки. В очередной раз у меня на обзоре фигурка со стикером, а не обычная версия, потому что стикеров слишком много не бывает. Вообще, меня попросил сделать обзор на эту фигурку мой очень хороший друг. А если вы хотите увидеть какую-то фигурку в следующем обзоре, то напишите об этом в комментарии, а я закреплю ссылку на свою коллекцию в описании. Фигурка выглядит достаточно просто, но на вид очень сильно влияет экшн-поза. Поза мне кажется удачная, для такой простой фигурки нужен какой-то акцент, который делает из нее чуть более, чем просто хорошую фигурку. Также мне очень нравится этот забавный пафосный взгляд, и трусы поверх штанов не могут не умилять. Все детали Бэтмена из твердого пластика, даже плащ. Внутренняя сторона плаща окрашена в синий цвет, на поясе даже прорисованы какие-то детали. Логотип Бэтмена похож на усы. А также мне очень нравятся фиолетовые перчатки с шипами. Как и у всех остальных фигурок, у фигурки голова подвижная. Ее можно покрутить в разные стороны. В целом, мне кажется, фигурка очень забавная и удачная. Несмотря на отсутствие мелких деталей, она смотрится очень хорошо. А мои любимые детали этой фигурки – это его развивающийся плащ и усы. Specialty Series – это линейка фигурок, которые производятся специально для маленьких магазинчиков, малых бизнесов и комикс-шопов. Таких эксклюзивов вы не найдете в больших торговых сетях. Таким образом, компания Funko пытается поддержать малые бизнесы. Ну а на сегодня все. С вами была Ирена с канала Geeky Day. Пока! А теперь послание для
всех тех, кто еще остался в видео. Что мне сделать с этим фоном? Потому что сейчас мы переехали, у нас новая студия, и мы еще думаем, как преобразовать фон. И мне интересно ваше пожелание. Так, все, а теперь серьезно. Мы прощаемся. Видео закончилось.